Всем привет на канале Best Robot. Возобновляем нашу постоянную рубрику «Битва пылесосов». В синем углу немного массивный и неповоротливый, вооруженный дополнительной мебельной щеткой Волмер D707. Он поставляется в черном корпусе и на текущий момент стоит 35 тысяч рублей. В красном углу Polaris PVCS 7000 Energy Way Aqua. Он более изящный и маневренный, но с очень резким мотором. Этот вертикальный пылесос поставляется в белом и синем цвете. В прошлом году за Polaris просили 25 тысяч, а в этом можно взять за 17. Разница в цене колоссальна, а вот дизайн и функционал у этих пылесосов почти не отличается. Так нужно ли платить дороже? Попробуем разобраться. Ставьте лайки, прожимайте подписку и начинаем битву. Round 1. Fight. Комплектация у Polaris и Волмера совпадает по большинству позиций. Кроме тушки пылесоса в коробку положили удлинительную штангу, основную насадку 2 в 1 и щелевую, насадку для влажной уборки, крепление на стену, адаптер для подзарядки, дополнительную универсальную щетку, которую можно вставить вместо мягкого валика, сервисную кисточку и инструкцию на русском языке. Но кроме этого Волмер D707 может похвастать еще двумя полезными штуками. Мебельной насадкой. Она приведет в порядок диван и кресло. Крепление на штангу, чтобы можно было возить с собой две дополнительные насадки. Пылесосим ковер, быстро заряжаем щелевую насадку и убираем за холодильником. Просто и удобно. Крепление я оцениваю в 1 очко, а мебельную насадку недооценивать нельзя. Она стоит не меньше 3 баллов. За дополнительные аксессуары Волмер D707 получает первые 4 очка. Пылесосы сконструированы похожим образом. Вертикальная колба, пистолетная рукоять, управление с помощью кнопок. Штанга простая, не телескопическая, без излома. Элементы устанавливаются на фиксаторы. Качество сборки примерно одинаковое, не премиум класс, но выше среднего. Преимуществом Волмер D707 можно отнести хороший баланс. Батарея находится внизу, а моторный блок вверху, в то время как у Polaris центр тяжести смещен вверх. Это создает неудобства при продолжительной работе. Управление одной рукой. До кнопки пуск и регулировки режимов можно достать большим пальцем, а у Polaris для переключения режимов придется задействовать вторую руку. Но у Polaris 7000 тоже есть преимущество. 4-ступенчатая фильтрация. Металлическая сетка, циклон, поролоновое кольцо и HEPA-фильтр. У Волмера фильтрация простая, только сетка и HEPA-фильтр. В патрубке установлена шторка, чтобы мусор не выпадал наружу. Батарея вставляется и вынимается одним движением, в то время как у Волмер D707 нужно попадать в направляющее под ручку. Таким образом, у Polaris PVCS 7000 на одно преимущество больше, поэтому он получает 3 очка, а Волмер 2. Текущий счет 6-3 в пользу Волмера. Теперь сравним, как сделаны насадки. 2 в 1 полностью идентичны у обоих пылесосов, а щелевая сделана у Волмера чуть лучше. Производитель предусмотрел перфорацию для подсоса воздуха, поэтому щелевой насадкой можно спокойно чистить мягкую мебель. В конструкции основной насадки различий больше. У Polaris 7000 широкие углы поворота, насадка более маневренна. В раструбе установлены зубчики самоочистки, как у вертикалок Xiaomi, поэтому валик не забивается шерстью. Преимуществом насадки Волмер D707 можно отнести большие колеса. С ними пылесос лучше перемещается по коврам. Отдельно могу добавить, что универсальная щетка у Волмера такого же типа, как у Roborock и Dyson. Она выглядит более солидно по сравнению со щеткой Polaris, но это дело вкуса. Швабры сконструированы одинаково, но площадь микрофибры у Волмера больше, что в теории должно улучшить качество мытья полов. В итоге Волмер D707 опять получает на 1 очко больше. Текущий счет 5-9. Емкость аккумуляторов у пылесосов одинаковая, 2500 мАч. На максималках обе модели работают чуть дольше 11 минут, но в эко-режиме Polaris почти вдвое эффективнее. Производительность – принципиально важный показатель, и столь значительная разница обойдется Волмеру в 3 очка. Потребляемая мощность у Polaris больше 400 Вт против 315 у Волмера. При этом Polaris 7000 в любом режиме работает заметно тише. На 2 дБ тише в режиме Max, оценим эту разницу в 1 балл, и на 6 дБ тише в режиме Эко. Это будет стоить не меньше 2 баллов. Polaris вырывается вперед, текущий счет 11-9 в его пользу. Мощность всасывания оценим по показателям анимометра. И здесь снова Polaris 7000 куда более убедителен. В среднем режиме он показывает столько же, сколько Волмер выжимает на максималках, а на своих максимальных оборотах Polaris почти вдвое мощнее.
Мощность – один из ключевых показателей, и столь серьезная разница будет стоить не менее 5 очков. При уборке ламината разница в мощности не ощущается. Оба пылесоса быстро очищают середину стенда от крошек, крупы и наполнителя. Единственное отличие – Polaris 7000 получше собирает мусор вдоль стен. Но на мягких покрытиях эффективность Polaris заметно выше. Тонкий ковер он очищает за 2 прохода, средний за 3-4, в то время как Волмерам приходится махать гораздо чаще, до 4 проходов на тонком и до 8 на толстом ковре. Зато Волмер D707 гораздо лучше чистит мягкую мебель. Мебельная щетка вытягивает пыль даже из-под обивки, в то время как насадка 2 в 1 чистит только поверхность кресла. В целом, за качество уборки Polaris я начисляю 3 очка, а Волмеру 2. В качестве влажной уборки, несмотря на разные габариты швабры, разницы я не заметил. Оба пылесоса подходят только для профилактической уборки и не отмывают серьезное загрязнение. Итоговый счет 19-11 в пользу Polaris 7000. Подведем итоги. Волмер D707 выглядит гораздо интереснее, чем Polaris PVCS 7000. Он укомплектован мебельной щеткой и может почистить кошачье кресло. У него современная конструкция и удачное расположение модулей. При этом Волмер начисто проигрывает Polaris в основных аспектах сравнения. Polaris PVCS 7000 почти вдвое мощнее и вдвое производительней, лучше чистит ковры, тщательно собирает мусор вдоль стен и еще и стоит в 2 раза дешевле. Если пылесос нужен в основном, чтобы чистить мебель, то можно присмотреться к Волмеру D707. В остальных случаях выбор очевиден. Polaris PVCS 7000 – однозначный победитель этого сравнения. На этом у меня все. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые обзоры и сравнения. Заходите в Telegram, там много отличных предложений. С вами был Best Robot. До новых встреч в следующих роликах. Пока.